Всем привет! Сегодня я пеку ароматный кулич краффин на закваске. Получается он в меру сладкий, волокнистый, мягкий, слегка влажный, с текстурной ореховой начинкой, но просто очень вкусный. Его можно выпекать как и на пшеничной стопроцентной закваске, так и на левита мадре. Если у вас есть в наличии левита мадре, то ее, конечно, нужно будет освежить перед тем, как делать эту выпечку. У меня же левита мадре нет, поэтому я буду делать сладкий плотный стартер или сладкую закваску из своей стопроцентной пшеничной закваски. Моя стопроцентная пшеничная закваска сейчас на пике. В маленькую миску я положила 30 грамм, сюда же добавляю 35 грамм воды и 20 грамм сахара, и все это хорошенечко перемешиваю. Как только закваска немного разошлась в воде, сюда же я добавляю 85 грамм муки и снова хорошенечко перемешиваю. Получается плотная масса. Сначала я перемешиваю ложкой, а потом забираюсь руками и вымешиваю этот комочек руками до тех пор, пока он не станет однородным и гладким. В итоге получается вот такой комочек, перекладываем его в чистую банку, накрываем крышкой и оставляем до утра. Обычно я это делаю в районе 8-9 вечера накануне, и к утру моя закваска выглядит вот так. Она приятно пахнет, вся покрылась пузырями и поднялась как минимум в 4 раза. Если у вас есть готовая закваска левита мадре, то по рецепту понадобится 170 грамм. В это время в миску миксера я уже налила молоко, здесь у нас 300 грамм молока комнатной температуры, и опустила свою закваску туда же в миксер. И буду потихонечку вымешивать, растворяя свою закваску. Немного повымешивала и добавляю сахар. 130 грамм здесь белого сахара и 8 грамм соли. Опускаю сюда же сразу. Также понадобится белая мука, 600 грамм белой муки, у меня белок в этой муке 11,7, и добавлять муку я буду частями. Плотная закваска лучше расходится в жидкости, если добавлять муку постепенно. Поэтому я добавляю небольшое количество, вымешиваю до полного увлажнения муки и снова добавляю еще муку и снова вымешиваю. Как я уже сказала, молоко для этого теста я взяла комнатной температуры. Комнатная температура у меня в районе 23 градусов по Цельсию сейчас. Все остальные ингредиенты будут примерно такой же температуры. Температура теста во время вымешивания не должна превышать 25-26 градусов по Цельсию. А я в этот момент уже практически вмешала всю свою муку, но тесто уплотнилось, и поэтому я добавляю сейчас 2 желтка. Всего нам понадобится 4 яичных желтка той же самой комнатной температуры. Как только первые желтки полностью соединились с тестом и тесто снова стало гладкое и однородное, добавляем всю оставшуюся муку и снова вымешиваем до гладкости и однородности. Всю оставшуюся муку можно всыпать и сразу, но я добавляю небольшими порциями, потому что у меня миска для миксера небольшая, и если добавить все сразу, то мука просто разлетится по всей кухне. Поэтому я добавляю немного, вмешиваю и потом снова добавляю и снова вмешиваю. В принципе, это занимает всего несколько минут, мука объединяется очень быстро. Как только мука вся увлажнилась, добавляю оставшиеся 2 желтка и снова продолжаю вымешивать до полного объединения всех ингредиентов. На этом этапе также можно добавить ванильный сахар или ваниль в порошке, как у меня. Продолжаем вымешивать. И у нас остался последний ингредиент. Это размягченное сливочное масло 115 грамм, которое я поделила на небольшие кусочки. И буду вводить это масло частями по одному кусочку. Один кусочек добавила, примерно минуту вымешиваю до полного объединения масла и теста. Затем добавляю второй, третий и так далее до полного объединения полностью всего масла с тестом. Добавляю свой последний кусочек масла и продолжаю вымешивать. Тесто стало уже более мягкое и гибкое. Оно уже практически намоталось на крюк, но все еще не готово. Давайте остановим и посмотрим температуру этого теста. Температура моего теста сейчас около 23 градусов, что очень хорошо. И еще раз напомню, что температура во время вымешивания этого теста не должна превышать 25-26 градусов по Цельсию. Я хочу вам показать текстуру на данный момент. Тесто очень мягкое. Особо сильно не прилипает к рукам, но оно очень хорошо и быстро и просто рвется. Поэтому включаю свой миксер снова на самую низкую скорость и продолжаю вымешивать. Через 5 минут проверяем снова тесто на глютеновое окно. Я растягиваю тесто, и тесто тянется, но по-прежнему рвется очень легко. Продолжаем вымешивать. В итоге я вымешивала около 15 минут после последнего добавления кусочка масла. И вот так спустя 15 минут выглядит мое тесто. Руки я смочила слегка водой, посмотрите, как легко тянется тесто. Глютеновое окно очень хорошее, тесто готово.
По желанию на этом этапе можно добавить цедру апельсина или лимона. У меня был один апельсин, и я решила добавить. Это очень хорошо повлияет на вкус и аромат теста. Рекомендую. После добавления цедры сильно уже вымешивать тесто не нужно, только до объединения цедры и до равномерного распределения цедры по тесту. Буквально несколько секунд, и тесто готово. Тесто с хорошей развитой клейковиной хорошо наматывается на крюк и отстает от стенки чашки. Посмотрите, оно лежит в центре, собралось. Хочу его переложить теперь в стеклянную миску, которую я смазываю растительным маслом. Тесто на данном этапе абсолютно уже не прилипает к рукам. Легко поднимается, перекладываю его в чистую миску. Немного решила округлить, это не обязательно, но мне нравится, чтобы тесто было ровное и округлое. Смотрите, тесто очень гладкое, блестящее и совершенно не прилипает к рукам. Очень хорошо выглядит. Накрываем его на этом этапе крышкой и оставляем при комнатной температуре часа на 2. И пока тесто стоит и отдыхает, я подготовлю ореховую начинку. Для этого я взяла 300 грамм грецкого ореха. Я предварительно орешки обжарила на сковороде минуты 2-3 до появления хорошего орехового запаха, а затем я измельчила орешки с помощью кухонного комбайна. Не совсем в сильную мелкую крошку, но так, чтобы орешки были мелкие. Сюда же добавляю 100 грамм сахара и все это хорошенечко перемешиваю. Также будем добавлять белки. Сначала я добавляю 2, и по мере необходимости всегда можно добавить еще. И всю эту массу хорошенечко перемешиваем до полного увлажнения орешков. Масса должна получиться пластичной, мягкой и липкой. И, кстати, эта начинка очень удобна тем, что здесь мы используем белки, которые у нас остались от приготовления теста. В итоге у меня ушло всего 2 белка, если у вас орехи суховаты, может уйти и 3. Поэтому смотрим по консистенции. В это время тесто у меня постояло, отдохнуло, внешне оно никак не изменилось, оно блестящее, красивое, хорошо смотрится и хорошо пахнет. Присыпаю стол мукой и выкладываю тесто на стол. Немного ему придаю правильную форму, так чтобы мне было удобно разрезать, и делю его на глаз на 2 части. Если вы хотите, чтобы куличи краффины были совершенно одинаковые, то, конечно, тесто лучше взвешивать, но я делаю на глаз сегодня. Снова придаю тесту форму и раскатываю в тонкий прямоугольник. Тесто хорошо это раскатывается, оно пластичное и очень мягкое. На данном этапе нам также понадобится небольшое количество сливочного масла дополнительно, буквально 2 столовые ложки будет достаточно, чтобы смазать 2 кусочка теста. Покрываю тесто тонким слоем сливочного растопленного масла. Выкладываем подготовленную заранее ореховую начинку, половину на этот пласт, потому что у нас еще второе тесто, и распределяем ореховую начинку тонким слоем по поверхности теста. Проще всего это сделать вот такой лопаткой. Сильно я на тесто не давлю, но орешки распределяю и стараюсь распределить их равномерно. Ну и теперь осталось только скрутить наше тесто в рулет. Скручиваю я аккуратно, без натяжения, но при этом не слишком рыхло. То есть плотненько, но без натяжения теста. Если нужно, края можно выровнять так, чтобы тесто было аккуратное, потому что как мы скрутили, так краффин будет у нас выглядеть. Края я защипываю, прохожусь по всему рулету. И если есть необходимость, на данном этапе хорошо выровнять наш рулет. Там, где получилось толще, можно раскатать и сделать чуть тоньше. Там, где тоньше, можно немножко поджать и сделать поплотнее. Теперь рулет делим пополам. С помощью шпателя это очень легко сделать, но до конца не дорезаем. И теперь каждую половину теста скручиваем в улитку. Сначала одну часть до самого верха, оставляем ее там. Если нужно, выравниваем. И затем вторую часть с другой стороны. Как только 2 улитки сформированы, накладываем одну сверху на другую. И получается красивый у нас краффин. Перекладываем его в форму. Сегодня я буду использовать 2 формы. Эти формы достаточно большие, 14 см диаметр по донышку. И в итоге тесто занимает половину формы. У него есть место, чтобы расти и в ширину, и в высоту. То есть тесто не занимает полностью всю формочку.
Из-за того, что формы большие и достаточно мягкие, лучше всего их сразу поставить на противень, на котором я буду и расстаивать наше тесто, и сразу на нем же буду выпекать, чтобы больше краффины не трогать. Ну и все, наши заготовочки готовы. Накрываем их пленкой, чтобы они не заветрились, и убираем в очень теплое место. Ставлю я их в разогретую слегка духовку, где-то при температуре буду держать 28-29 градусов по Цельсию, и расстаиваться они будут 6-8 часов до тех пор, пока почти полностью не займут всю форму до самого верха. Мои заготовки уже поднялись и готовы к выпечке. Температура в духовке 180 градусов по Цельсию, 356 по Фаренгейту. И выпекались мои куличики-краффины примерно 40-45 минут. Обязательно проверяйте их шпажкой перед тем, как вынимать из духовки. И вот такие красивые, румяные и очень ароматные они получаются. Чтобы мои куличи блестели, я их также смазала сладким сиропом сверху. Для этого я взяла 3 столовые ложки абрикосового варенья, можно взять также персиковое, и смешала с 3 столовыми ложками воды. И просто кисточкой промазала все куличики со всех сторон, пока они все еще теплые. Тогда они будут и блестеть, и это придаст дополнительную сладость и также дополнительную влажность нашим куличам. Посмотрите, какие красивые и ароматные они получаются. По желанию также можно присыпать сверху сахарной пудрой или приготовить по вкусу глазурь, такая, какая вам нравится. Посмотрите, какой мягкий этот кулич, как хорошо нож входит в этот кулич. Очень нежный и очень мягкий. У него приятная волокнистая, немного даже влажноватая текстура. Ну и ореховая начинка добавляет этому куличу или краффину не только аромат, но еще и очень интересную текстуру. Немного хруста, немножко сладости. Очень интересно, кстати, и даже на разрезе выглядит очень необычно. Попробуйте приготовить, и мне очень интересно знать, как у вас получилось. Напишите мне в комментариях под этим видео. Или если у вас остались какие-то вопросы, я также отвечаю на все вопросы в комментариях.